Гродно – город не только мостов, замков и старинных улиц. Его особенность – сложный рельеф. Здесь постоянно приходится подниматься и спускаться к Неману, в парке, между районами и старыми кварталами. Именно поэтому лестницы стали неотъемлемой частью городской архитектуры и повседневной жизни. Сегодня я покажу вам 3 необычные лестницы в районе Подпереселки за Калужским парком. Местные жители знают их очень хорошо. Кто-то ходит здесь каждый день, кто-то помнит их с детства, а вот большинство гродненцев, особенно из других районов города, вряд ли когда-либо бывали в этих местах. Я очень люблю исследовать город и делиться этими находками с подписчиками. Но обо всем по порядку. Подпереселка – один из старейших районов Гродно. Когда-то это была окраина города, где селились ремесленники, рабочие и люди, чья жизнь была связана с Неманом. Район формировался на крутых склонах, поэтому удобных дорог здесь никогда не было много, зато появлялись тропинки и лестницы, которые соединяли верхнюю и нижнюю части района. Одна из таких лестниц находится недалеко от нового моста. Если идти со стороны улицы Рыбацкой и пройти улицу Неманскую и свернуть на развилке влево, вы увидите дорожный знак. Вам надо пройти еще буквально метров 100, и вы увидите вот такую железную лестницу. Не берусь судить, случайно это было или намеренно сделано, но совпадение показалось мне интересным, потому что число 108 в буддизме и иудаизме считается священным и очень символическим. Если лестница имеет 108 ступеней, то это обычно означает не просто архитектурный расчет, а духовный путь человека к движению, к очищению, просветлению и внутренней гармонии. Что примечательно, лестницы со 108 ступенями часто встречаются в храмовых комплексах Индии, Непала, Китая и Японии. Вот загуглите, очень интересная аналогия. И их подъем – это как часть ритуала. Следующая лестница соединяет Подпереселку и Калужский парк. Через нее достаточно быстро можно выйти к кортам в парке и к самой Калуже. Как-то я уже делала короткое видео о том, как найти эту лестницу, и тогда это вызвало много вопросов. Не все сумели ее найти, поэтому в этом видео покажу подробно. Проходите мимо забора усадьбы на Неманской 52 и поднимаетесь выше. Слева по ходу движения вы увидите каменное укрепление склона. Идите вдоль него, а затем вы упираетесь в забор впереди стоящего дома, и кажется уже, что это тупик. Но обратите внимание на незаметную тропинку около забора. Ступив на нее, вы сразу оказываетесь у подножия той самой нашумевшей в Инстаграме своими атмосферными снимками лестницы. А поднявшись от каменной арки этой лестницы по тропинке выше, буквально метров 10, вы оказываетесь у кортов в Калужском парке и, пройдя вдоль забора направо, выходите почти сразу к стеле в честь 850-летия города Гродно. Лестницы – один из самых древних и одновременно самых незаметных элементов городской архитектуры. Мы пользуемся ими ежедневно, почти не задумываясь о том, какую роль они играют в жизни города и человека. Однако именно лестницы соединяют пространство, создают ритм улиц и формируют облик зданий и становятся частью истории целых эпох.
У входа в Калужский парк стоит стела, которую многие гродненцы знают с детства, но по-настоящему начинают рассматривать уже в более зрелом возрасте. Стелу установили в 1978 году, к 850-летию первого упоминания о Гродно в Ипатьевской летописи 1128 года. Если смотреть снизу вверх, кажется, будто две огромные башни тянутся к небу, их высота 31 метр, и наверху они соединяются витражным блоком с цифрой 850, словно два берега одной истории сошлись вместе. Но самое интересное находится у подножья. Там стоят две фигуры – воин и женщина с вышитым рушником. Они символизируют мужество и гостеприимство, и это очень по-гродненски. Ведь история города – это не только войны, осады и крепостные стены, но и умение встречать людей, сохранять культуру и оставаться открытыми миру. Напоминание о том, что Гродно пережил князей и королей, войны и смену эпох, но все равно остался собой. Наверное, поэтому многие горожане относятся к ней теплее, чем можно было бы ожидать от холодного бетона. Стелла не рассказывает историю словами, она просто стоит на своем месте уже почти полвека, высокая, немного суровая, но удивительно родная для тех, кто считает Гродно своим домом. Я передвигаюсь летом почти всегда на велосипеде, и, учитывая именно такой неравномерный рельеф нашего города, это, скажу я вам, вполне себе фитнес-тренировка. Итак, нам нужны дома, которые находятся рядом с Калужским парком, но можно пройти к этой лестнице и со стороны стадиона «Красное Знамя». Будет даже быстрее, потому что следующую лестницу найти очень сложно, если точно не знаешь, где она находится. Достаточно ввести в Яндекс.Карты адрес улица Ясная, 16, и вот там будет эта неприметная лестница. Если не знаете, где она, ни за что не догадаетесь, ее также не видно с дороги. И что примечательно, она имеет 54 ступеньки, то есть это 108 разделить на 2. Даже интересно. Я не знаю, может быть, я ищу какую-то мистику и символизм на пустом месте, но такие совпадения мне кажутся всегда не случайными. Потому что каждая из этих лестниц по-своему уникальна. Они спрятаны среди частной застройки и деревьев, и другие неожиданно открывают красивые виды на окрестности, но все они объединены одной особенностью. Без них передвигаться по этому холмистому району было бы намного сложнее. На лестницах всегда получаются красивые снимки. Лестницы хранят истории и множество скрытых смыслов. Под некоторыми древними лестницами находились тайные ходы и подземелья, а во дворцах через скрытые лестницы перемещались слуги, чтобы не попадаться на глаза хозяевам и гостям. В старых театрах существовали специальные технические лестницы для смены декораций и управления сценой. Даже в исторических зданиях сегодня можно найти потайные лестницы, о существовании которых знают лишь немногие. Таким образом, лестницы – это не просто архитектурная необходимость. Они соединяют людей и пространство, хранят историю города и помогают человеку ощутить движение жизни. В каждом городе лестницы рассказывают собственную историю. Нужно лишь остановиться и внимательно посмотреть на них. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно и полезно. Пишите комментарии, рассказывайте о своих любимых лесенках в городе Гродно. Возможно, я сниму следующую часть уже по вашим дополнениям и комментариям. Если видео понравилось, прошу совсем немного, просто поставьте лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.